Нигде ты так сильно от команды извисишь, как в ней. Поэтому она мне нравится. Я люблю в команде играть, я не люблю один играть. А Dota именно на это упор и делает. И вот эта игра. Lego Bionicle Quest for the Toe. Раннер представляет кауч друзей в креслах. And she is basically the reason why we have any speed tech at all for this game. If she had not Он сейчас говорит шатаут по поводу раннера Memory. Она создала тасс по этой игре, и за счет тасса они более-менее какую-то струту нашли быструю. Поэтому большой дань уважения он передает за счет этого шатаута. Memory, это никнейм. И мы начинаем через 3, 2, 1. Let's go. Начинаем обучение на пляже. Это локация для того, чтобы показать, как двигаться. Ничего не будем делать, кроме как идти сразу, куда нам нужно. Сейчас будут странные вещи. Первое, что нужно сделать, нужно... Мы сейчас делаем прыжок, вот вы можете видеть. Он недостаточно длинный, но нам нужен длиннее прыжок, чтобы перепрыгнуть. И мы делаем такой как бы с поворотом прыжок. Он чуть-чуть длиннее. Он позволяет перепрыгнуть речку. Вот сейчас мы получаем способность подтягивать предмет. Вот мы отодвигаем и проходим здесь. Сейчас он будет делать throw swap glitch, то есть бросок, смена, глюк. Трюк будет делать. То есть он взял второе оружие, я понимаю, да? И он будет, видимо, оружие менять во время броска, и что-то будет происходить, сейчас увидим. Он, короче, кидает дешевые шарики. Точнее, он кидает... В общем, ты можешь сначала кинуть либо дешевый, либо дорогой, и потом переключиться на другой. На дешевый или дорогой. Я не понял, какой сначала кидается, дорогой или дешевый. И получается, что ты амуницию тратишь дешевого шарика вместо дорогого. Так можно, получается, обмануть игру. Нужно кинуть, свапнуть, и получается, ты тратишь амуницию не редкого шара. У него, видимо, больше урона. Мы юзаем 1 секунду неуязвимости время от времени. Это, видимо, нужно для того, чтобы пробежать мимо врагов. Он какую-то кнопку нажимает, чтобы быстрее шар передвигать. Ну, не шар, глыбу. Вот эта анимация вот такая вот прерывистая, это быстрее он передвигает. Сейчас будет... Ну, вроде бы он сказал, что один из этих врагов будет выглядеть как мини-босс. Вот это глыба, наверное, которая такая каменный монстр. Some shenanigans with the launcher. So yeah, we're supposed to use it there, but you can just sort of do an awkward jump there to skip it. Dude, the backing track slaps. I never really listened to it this closely before. Yeah, like kind of surprisingly good music in this game. Раннер говорит, прекрасная музыка. Вы как считаете? Вам слышно музыку? Вам нравится музыка? Прекрасная музыка. В ране очень хорошо, чтобы была музыка, потому что если ты игру ранишь миллиард лет, и есть музыка, она будет твоим источником, такой, который позволит хотя бы отдыхать время от времени. Ты бежишь все это время, и музыка играет. Это определенно плюс, когда есть музыка в ране. А если музыка крутая, то еще плюс. Получается уже 2 плюса. Встаем в позицию.
Oh, I messed up. Okay, let's У try него не that one more получилось. Он time. какой-то трюк делает, он встает в позицию и юзает крюк. Yeah, that's how it normally looks. Как Just у pull yourself through Клокверка. something. I don't trust that. Let's try that one more time. There we go. All right, and away we go. So. Вот, и выглядит вот так. Мы летим. Сразу на следующий экран. I have equipped the Интересно, grapple on почему... both L and R here, and you're really not supposed to do that. The game does not expect you to equip it twice. And so you can do some very silly stuff if you activate it while you're being pulled by it. By the way, don't worry about what we're doing right here. Он экипировал крюк We just 2 раза. by doing that. И получается, он может свапать оружие. И когда ты делаешь крюк, и во время полета меняешь снова на другой крюк, на тот же самый, потому что мы 2 раза его экипировали, происходит такая анимация. И разработчики не подразумевали, что мы один и тот же предмет будем экипировать и юзать его в подобной... Ну, подобным образом. Use it twice, but he's gonna pick up an item which activates a text box like that, and then he's gonna get stuck in the wall, build up a bunch of momentum, and start clipping through everything in the game. So, Сейчас мы взяли предмет, и что-то происходит. И это не стопроцентная, видимо, строта. То есть есть какой-то, видимо, фактор, который может заруинить ее. Мы поднимаем посохи, я не знаю, что это значит. Это, наверное, оружие. Like one of the very few runs in the game that we do entirely as intended. So I'm going to throw it over to donations here. Интересно, конечно, работает вот эта механика с шаром. Он, получается, себя натягивает, как на резинке, и запускает или что. Incentive for 30xx. 2001 год. Game Boy Advance. When you're on the donation page, you say you're going to put $25 in there. Right at the bottom, there's an incentives button. Click that. Put that amount towards something. Ну вот эти зеленые, это, наверное, амуниция, которая показана в левом верхнем углу. Again, every donation counts and changes the marathon so much. Helping with that, we had $10 here from Jordo Yeats that said, happy to be enjoying another AGDQ. Good luck to the runners. We also had a $50 donation here from Kate Farron that said, AJDQ hype! Short-time watcher, first-time donator, had to do it during a Bionicle game, made my childhood. We also had a $50 donation here from the assailant that said, Он использовал предмет, чтобы залезть в эту... Ну, куда-то залезть, видимо. Я вообще не понимаю, что в игре происходит. Он закопался, но он, наверное, вылез на границе, и его это проклипнуло в стену, или что-то типа того. Он взял предмет при помощи того, когда он кидает крюк, видимо, предметы можно поднимать. Взял предмет, и в этот же момент, пока предмет брал, зацепился за стену крюком. И когда он зацепился за стену, он как бы в состоянии полета, видимо, находится, и скорость у него увеличивается каждый раз. Тем самым игра ломается, и вот отправляет его с большой скоростью в определенном направлении. We are about to enter the rapid fire portion of this video game. And by that, I mean we're going to skip like half the game. So in here, we have a grapple bit here. I don't know what this is called. It doesn't really have a name, but I'm just going to sort of fly over there. And then we're going to have a mini game here, a couple of mini games, in fact. By the way, you've seen me sort of entering мини-игра будет. You're supposed to win them to progress. Сбрасываем чувака с птички. Ну, это птица, наверное. Я вообще не понимаю, это птица. Мы садимся на нее, и можно вот передвигаться. Мы сюда попали. Взлетели вверх. И... 2 уровня мы так скипнули, потому что NPC не пропускает.
Мы его обошли за счет того, что там, видимо, коллизия есть, на которую встать можно, на краю. И здесь также. Ну, видимо, все края здесь такие, да? Что если ты в край упираешься, то ты стоишь на плотной поверхности. Хорошее количество хп, что не получилось. Он упал. А, не допрыгнул. Нужно 3 шарика хп. Дальше. ХП, наверное, красное. Yeah, sure. It's Bionicle. Anything's possible. So this is great. Вот NPC, мы его сейчас опять обходить будем. NPC не позволяют пройти, видимо, нужно что-то выполнять. Ну, бэктрекинг, возможно, в игре есть. Oh, that's a giant ostrich. Yeah, this is I like can see that at least. this is like actually an immense amount of content that he's just like ignoring because he can just jump around the edge of the room. Гигантский страус. Okay, I am still. Oh, okay. I am going to have to in the ХП, да. ХП вот где сердечко. I'm gonna have to intentionally take a couple hits and die here so I can reset my health. Сейчас он погибнуть должен будет, чтобы восстановить себе здоровье. And you can guess what's happening here. We have now skipped two levels. All right, so I'm going to take some hits here, jump in the lava. Вот здесь он погибает специально. Swim. Как же это долго. Derek, you didn't do the bit of being like, oh no, I didn't mean to do that. Oh no, I messed up. Это считай, ты потратил себе ХП, ты ждешь, чтобы потом еще раз прыгнуть. Здесь очень много лавы в этом уровне. У нас есть доска лавовая, которая позволяет плавать по лаве, но она специфичным образом работает. Мы не можем выбирать направление. Когда мы прыгаем, она плывет только прямо в направлении, в котором мы прыгнули. Соответственно, вот таким вот крюком обходить надо, чтобы сюда попасть. And sort of ending off here, we're coming up to the end of the game. There's still, oh man, he's in a great spot there. И вот из-за того, что мы проскипали всяких NPC по несколько уровней, которые должны были заставлять нас проходить, мы уже почти в конце игры. И мы юзаем крюк. You take damage from that, and then you hold the launcher button while the launcher projectile is in motion, and then release it when you're on one of the big boulders. It teleports that boulder to where the small boulder hit you. I have no idea why, but it helps for this. So I can just sort of there, it's teleported. Вот он рассказал, что когда мы получаем урон от маленького шара, вот у нас анимация мигания происходит, мы получаем урон от маленького булыжника. И когда мы берем большой булыжник, по какой-то причине большой булыжник телепортируется на место маленького, там, где мы получили урон. И так вот мы можем переместить очень быстро булыжники. Он 5 раз будет пробовать, если не получится, он будет играть иначе. Какой-то... Ну, что-то будет делать. 5 раз он попробует, чтобы много времени не занимало. Если не получится, будет сейвово играть. Что сложно будет, смотрим сейчас. Он должен, короче, на переходе на другой экран что-то сделать. У него не получается, он поэтому погибает специально, чтобы попробовать заново. Он таймит по врагу, который проезжает справа. Он, наверное, должен получить урон вместе с тем, как он переходит на другой экран. Или он должен зацепиться гарпуном. Нормально это сложнее, он говорит. То есть, если мы будем просто ехать, это сложнее, чем сейчас трюк сделать.
Вот у него получилось. Сейчас будут вспышки, аккуратно. Экран будет мерцать. If you pause buffer on the last frame before entering the run, or entering the room, you can get a pause menu in the minigame, and if you get a pause menu in the minigame, then you can quit the minigame. You can just quit the game, and that puts you in a weird state where you're sort of half in the minigame and half outside the minigame, and this happens. Yeah, it's everything sort of falls apart at this point. So Нужно нажать паузу в момент, когда ты переходишь на другой экран, и во время мини-игры у тебя пауза активируется. Из-за того, что у тебя сработает пауза во время того, как ты загрузишься в мини-игре, ты можешь определить, что у тебя получилось. Тем самым у тебя вся эта мини-игра, где ты едешь по лаве, она простая, там не нужно уворачиваться. Но он, вроде бы он еще объяснил то, что нельзя паузу нажимать во время мини-игры. Могу ошибаться. И вот, это конец игры. Необычный короткий ран. Ну да, тут вообще визуально я мало что понял. На шару особо непонятно. Шатауты. Раннерам, комментаторам, которые помогали ему. Сзади, которые сидят. Он пошутил то, что доканывал их постоянно в том, чтобы им помогали подготовиться. Ну, к марафону. Ну или просто разбирать ран. Комьюнити Lego Bionicle разным раннерам говорит шатауты. Ну, благодарит их. Благодарит. Сейчас будет катсцена. Должна быть. Но это, наверное, уже катсцена. Картинками. But yeah, that is the beginning screen of Modo Nui online game. So yeah, thank you all so much for watching this. Thank you all. Он когда сказал катсцена, я сначала не понял, что она скриншотами будет. Это была катсцена. And yeah, I think that's all I got. Cool. Thanks everyone.